Всем привет! Сегодня я запишу видео вам о том, как я выпускала свою первую книгу, вот эту вот. И пишу я сегодня на диктофон, на телефон, потому что у меня полетели все микрофоны, так что понять, простить. А, Итак, речь пойдет о, я уже могу сказать, первой книге, потому что у меня в процессе выхода вторая книга. И я решила рассказать, как пришла идея, как она была и как она была доведена до самого конца. Книга была написана в 2019 году, выпущена, и я записываю это видео спустя год, спустя год с лишним, наверное, вот так вот, потому что прямо в момент выхода я находилась в процессе миграции, делала такие первые неуверенные шаги, и что-то происходило с моей личностью, с психикой наверняка и так далее. И, в общем, вы удивитесь, но я ее стеснялась о ней рассказывать, стеснялась ее показывать. И вот когда у меня только выходит вторая, я могу рассказать о первой. Был даже такой случай, когда я ее получила в бумажном в этом виде, я принесла ее на языковые курсы, на которых я училась. Я в Новую Зеландию переехала через языковые курсы. И вот один преподаватель интересовался этой книгой, и я ему принесла, и я настолько стеснялась вообще всего, что я эту книгу положила ему на стол в его кабинете, когда его не было, чтобы не передавать ему в руки. А потом случилось ужасное, он взял и принес ее в класс и начал ее всем показывать, и я была готова просто провалиться под стол. Я не привыкла к такому количеству внимания, несмотря на то, что я всегда вела уроки, несмотря на то, что я записывала видео, я нормально себя чувствую, записывая видео, да, как бы тоже вид публичного выступления. Но тогда меня это просто накрыло, мне не хотелось, чтобы ее при мне кто-то вот смотрел и так далее, и я не была готова вообще об этом говорить. И еще, наверное, потому что на меня свалилось такое много внимания. На меня пришли около 20 тысяч человек в Инстаграм, на меня подписались за очень короткий срок. И они все начали мне писать, и я просто немножечко, наверное, закрылась. Вот, так что рассказ о выходе книги выходит у меня через такой большой срок. Окей. С чего все началось? Я работала преподом в школе, также по рисованию. Это была школа, где было много разных направлений, и как-то директор этой школы сказала: давайте-ка мы выпустим одну такую большую книгу, в которой будут все курсы. Вот. Этого не случилось, даже никакой шаг не был предпринят к этому, но была запущена такая мысль, которую я запомнила, что ага, можно выпустить книгу, да, это звучит круто, звучит интересно и так далее. Я у себя это отложила. И спустя какое-то время, когда все школы накрылись, был такой период, я решила, что сейчас, наверное, тот самый момент, когда можно прощупать почву. И я начала писать в издательство. У меня не было не готово ничего, ни единой странички, ни названия, ничего. У меня был там какой-то Инстаграм, какие-то онлайн-курсы, сайт и так далее. Я такое письмо красивое написала о том, что вот я такая звезда, на такие бренды я работала, у меня своя школа, все дела. И вот у меня хочу написать книгу. Я разослала это письмо в несколько издательств. Я была удивлена, что мне ответило не одно издательство, а издательство 4, потом кто-то отвалился, осталось, допустим, 3, и вот с 3 я вела диалог. И я была очень удивлена.
И ко мне иногда обращаются, спрашивают насчет своих потенциальных каких-то книг, типа вот в чем же секрет, как же выпустить. Я думаю, секрет в том, что у меня, допустим, очень четкий сегмент. У меня очень понятная аудитория. Все, что мы делаем, да, там рисунки, какие-то произведения, фильмы и так далее, это все делается на аудиторию, на понятную, да. Вот эта вот книжка, она должна занимать определенное место на полке. Вот вы зайдите в книжный магазин и посмотрите, а куда надо поставить свою, куда бы вы поставили свою книгу, где бы читатель вас нашел. А потом подгоните немножечко вот возьмите эту полочку, посмотрите, что там есть, и чуть-чуть себя впишите в этот формат. Я думаю, в этом как бы ключ. Вот. У меня ниша очень понятная. Я ее прописала в этом письме, написала, какая целевая аудитория, какого возраста, кто эти люди. То есть им сразу, они же продавцы, да, они сразу на это смотрят и понимают, что да, с этим можно работать, потому что мы знаем, как это продать. И, в общем, у меня было несколько издательств, с которыми я начала плотно общаться, и в итоге я решила выбрать МИФ, Ман, Иванов и Фербер, вот, потому что мне очень понравилось, как они со мной общаются, со мной сразу связался главный редактор, они так за меня хорошо взялись, они так предметно книжку все рассмотрели, вот, и мне понравился такой индивидуальный подход, и то, что у них есть сразу план, как ее продвигать, как ее рекламировать, и они мне очень понравились тем, что они сразу как бы активно очень начали действовать. Вот. Еще интересно, что я вела переговоры с Эксмо, так правильно, наверное, да, произносится. И я выбрала МИФ, но в итоге Эксмо выкупила МИФ. Вот. И получилось, что я и так у них. Вот. Что еще? Наверное, это специфика такая русского вот этого издательского мира в том, что ты можешь продать свою книгу, не имея ее на руках. Поскольку она была у меня очень, ну прямо очень понятно, что там будет, наверное, они посмотрели на сайт, что у меня есть программа уже на моем сайте, по этим видеоурокам я рассказала, что это такое. То есть у них, в принципе, пакет такой визуальный был, но самой книги не было. И сейчас я понимаю, насколько это мне вообще фартануло, да, что со мной вообще подписали договор о какой-то еще не существующей книге, начали со мной общаться, и, в принципе, можно было, наверное, и аванс какой-то там попросить, да, потому что сейчас, когда я пытаюсь построить контакты, точнее пыталась полгода построить контакты с зарубежными издательствами, они мне сказали, нет книги, нет разговора, да, они просили меня выслать им полную версию, и тогда, типа, они будут со мной общаться, так что в России я понимаю, что у меня получилось все очень просто. Я до сих пор получаю приятные комментарии от вас, получаю фотографии, и каждый раз для меня это такой, как сказать, можно даже сказать, адреналин. Для меня, у меня такой восторг это вызывает, что где-то там стоит моя книжка в каких-то магазинах, вот магазины, в которые я раньше ходила, где я что-то покупала, смотрела на другие книжки, там и моя книжка теперь стоит, и ее видят много людей, и кто хочет, может ее купить. И это у меня вызывает такой до сих пор, ну, такое приятное ощущение, вот. И поэтому продолжайте мне слать все свои фотографии, все видео, я все смотрю, вот, мне каждый раз очень приятно. Да, по поводу всяких договоров, юридических моментов, у меня тоже иногда спрашивают люди, которые сами хотят издаться. Я скажу, что у меня был типовой договор, наверное, такие договора можно в интернете найти, и ничего особенного, это как лицензионный договор, то есть у вас покупают лицензию на какой-то срок, и после этого срока, по истечению, допустим, 5 лет, вам нужно заново этот контракт обновлять. Ну, как-то так. В общем, можете почитать про лицензионный договор.
Про новую книгу я, наверное, сниму уже новое видео, потому что мне, в принципе, есть что рассказать. Она такая будет объемная и большая. Вот тут она у меня вся лежит. Вот, так что надеюсь, руки дойдут у меня и до следующего видео.